Так, на что я сейчас смотрю? Всем привет, меня зовут Руслан, и это канал Luft Games. В данном видео мы подробно разберем оливки и виноград Farming Simulator 22, как их лучше располагать, как лучше за ними ухаживать с точки зрения игровой механики, то есть какие действия есть смысл совершать, а какие нет, какой объем и деньги можно с них получить. Также дам несколько советов, как это все можно будет проще сделать. Для начала, как вообще завести виноградник или оливковый сад? Построить его. Да, не посадить, а построить. Нажимаем клавишу P и заходим в меню строительства. Или же нажатием сочетанием клавиш Shift-P сразу попадаем в меню строительства. Идем во вкладку производства и выбираем фруктовые сады. Звучит красиво. Дальше выбираем то, что мы хотим посадить. Оливки или виноград. Начнем с винограда. Кликаем где-нибудь левой кнопкой, дальше перемещаем курсор и наш виноградник растягивается. Стоимость одной секции 9 на 9 метров $315. Снова нажимаем левой кнопкой, все, виноградник построился. Второй и последующие ряды при постройке как бы привязываются к первому, и они относительно друг друга будут ровными рядами идти. Когда виноград созреет, можно его собирать специальным комбайном. Высыпать виноград можно только в специальный прицеп. Задним ходом подъезжаем к прицепу и выгружаем. Оливки собираются своим специальным комбайном, выгружаются они точно так же, но уже практически в любой прицеп. Недостаток сбора винограда в том, что нужно постоянно контролировать этот комбайн, потому что полметра влево, полметра вправо, и комбайн может застрять на винограднике. Относится это и к оливковому комбайну, и к тракторам, то есть ухаживать за садами нам тоже придется. Поэтому при работе на виноградниках и оливковых садах я строго рекомендую использовать GPS. Без него заниматься оливками и виноградом — это геморрой намного больше, чем сахарный тростник. Без шуток говорю. Мне известно два мода с GPS. Первый — это Guidance Steering. Им активно пользовались в 19-й ферме. На канале есть гайд по нему, поучитесь как пользоваться. Farming Simulator 22 он точно такой же, один в один. Единственное, что интерфейс другого цвета и горячая клавиша поворота на 90 градусов добавилась. Второй мод с GPS — это Vehicle Control Add-on. Опять же, видео по нему есть на канале, посмотрите обязательно оба видоса и сами выберите, что вам больше по душе. Но я больше склоняюсь к Guidance Steering, он немного более тонко настраивает маршрут. Для настройки GPS желательно, чтобы виноградники и оливковые деревья росли под ровными углами относительно карты. Не то чтобы обязательно, но это крайне желательно, GPS легче настраивать будет. Как это лучше сделать? В игре некоторые строения можно вращать как вздумается, а некоторые жестко привязаны к определенным направлениям и вращаются только на 90 градусов. И к большому сожалению, фруктовые сады не привязываются к направлению. Как быть? Смотрите, я нажимаю клавишу F4 и пространство игры малость меняется, и видна сетка направления. Чтобы это получилось, надо включить режим разработчика, ну или режим консоли, пофиг как оно называется. Надо один файл отредактировать. В описании к видео я инструкцию оставлю, а пока вернемся к нашим садам. Что мы делаем? Смотрим, откуда хотим тянуть виноградник. Нажимаем F4 и передвигаем к линии. Сразу говорю, ориентируйтесь на кончик курсора, а не столбика. Дальше растягиваем виноградник. Включая и выключая этот режим, чтобы видно было, куда ставить. Смотрим, чтобы виноградник шел строго по линии. Не меняйте ракурс камеры. В конце опять ориентируйтесь на кончик курсора и ставьте окончательно. Все, если все правильно сделали, то виноградник находится строго под углом 0 или 90 градусов в карте. На курсор лучше ориентироваться, потому что столбики винограда немного уходят в землю, а значит нижняя часть столбика будет ниже сетки. Из-за этого точность посадки может немного упасть. Далее смотрите, когда мы ставим вторую линию виноградника, он также привязывается к первой линии, и таким образом он ставится под тем же углом и на том же расстоянии. То есть главное именно первую линию поставить, а дальше уже к ней остальное привязывать. С оливками то же самое, тут как бы круглый маркер дерева. Также ориентируемся на курсор, кликаем на линии, тянем. И также в конце ставим, ориентируясь на курсор. Стоимость одной секции оливок $390. Дальше смотрите. Если маркер дерева зеленый, значит привязка к первой линии есть. Кликаем рядом с первой линией, и вторая линия привязывается к первой.
относительно все просто. Можно также по диагонали ставить, принцип, думаю, понятен. При использовании GPS Guidance Steering можно в принципе вообще под любым углом сады делать, а маршрут строить по способу точка А плюс точка Б. То есть мы ставим точку А в начале виноградника или оливок, а дальше доезжаем до конца и ставим точку Б. Но, повторюсь, под прямыми углами маршрут будет строить значительно проще. Рабочую ширину в GPS для комбайнов выставляем ровно 3 метра. Это ширина одной секции. С тракторами сразу говорить не буду, там кое-что надо пояснить. Сейчас поговорим про объемы урожая и как их можно увеличить. Все свои эксперименты я люблю проводить именно вот на этих полях в 1000 квадратных метров. Сады эти сейчас имеют размер чуть меньше, а именно ширина 9 метров, а длина 99. Это 891 квадратный метр. Просто чтобы вы имели представление о размерах. Один такой небольшой виноградник обошелся в $31 185. Нормальная такая сумма. Оливковый сад такого размера обходится в $38 610. Надо понимать, что заводить сады нужно только тогда, когда уже у вас проблем с деньгами нет. С виноградника собрали 984 литра винограда, с оливкового сада собрали 1148 литров оливок. То, что мы сейчас собрали, это минимальный объем, который мы будем получать с садов такого размера, если за ними вообще не ухаживать. А как правильно ухаживать за ними? Помимо больших, средних и малых тракторов, 22-ю ферму добавили трактора микроскопические. Серьезно, я как вижу, так и ржу. И есть куча инструментов, которые как бы намекают, что надо их использовать на виноградниках и оливковых садах. Даже не намекают, а навязчиво орут, типа «используй меня». Это мульчер, чизель-культиватор и венец творения фарминг-симулятора – опрыскиватель с турбоускорителем, который по сути вообще бесполезен. Если вы прям до мозга костей сторонник реализма, то используйте все это, проблем нет. Не знал я как бы с чего начать на самом деле этот рассказ, но для начала надо понять вот такую вещь. Мы ухаживаем не за самой виноградной лозой и не за самими оливковыми деревьями, а за землей под ними. И тут возникает проблема, что виноградник, что деревья имеют коллизию, и инструментов, которые бы идеально вписывались в пространство между рядами, просто нет. А как тогда обработать максимум земли в садах? Ответ вас немного удивит, делать этого не надо. Время для первого эксперимента. Сейчас покажу. Вот у нас один ряд винограда, только поставили. Соберем его. Собрали 328 литров, запомнили. Теперь сохраняем игру. На следующий день после сбора нам нужно срезать сухие листья вот этой приблудой, иначе виноград расти заново не будет. Она, кстати, цепляется и спереди, и сзади трактора, направление не важно, и это нам тоже пригодится потом. Срезали, и в принципе уже сегодня можно начать обработку. Используя чизель-культиватор, вспашем наш виноградник. Вспашем прямо вплотную к лозам. Развернулись и теперь вплотную с этой стороны вспашем. Теперь берем турбоопрыскиватель и удобряем землю. Ширина опрыскивателя 4 метра, то есть нам не хватает 1 метра, чтобы с одного захода удобрить всю землю. Вплотную пытаться ехать нет смысла, опрыскиватель цепляется за лозу. Делаем второй заход с другой стороны, на всякий случай. На следующий день вырос сорняк. Полностью удалим его гербицидами с одной и с другой стороны. Виноград созрел, собираем. Получили 485 литров. Запомнили, записали. Загружаем игру и снова срезаем сухие листья. Теперь сделаем вот что. Настроим GPS и пройдемся чизелем по самому краюшку земли с виноградником. При этом второй заход даже делать не будем. Теперь удобрим. Также настраиваем курс, чтобы опрыскиватель захватывал только кусочек. На следующий день льем гербициды. Настраиваем также, чтобы только кусочек поля обработать. Видим, что сорняк уходит. Правда, чуть на большей ширине, чем показывает GPS, но фиг с ним. Ждем созревания и собираем виноград. 485 литров. Столько же. Почему так? Мое предположение такое. Скорее всего, разработчики сами понимали, что обработать весь этот квадратик сложновато. Поэтому сделали механику так. Если обработали кусочек, то бонус будет идти на весь квадрат, что значительно упрощает нам жизнь. Я лично не считаю, что это плохо. Вот конкретно с виноградниками и оливковыми садами условность соблюдена, землю мы обработали, бонус за свои действия получили. Иначе вот реально с ума можно было сойти, пока там все около корней вспашешь.
Позже покажу, как можно ухаживать за садами, учитывая открывшиеся факты, а пока еще поговорим об объеме. Провел я кучу опытов, в видео все вставлять не буду, поэтому в первую очередь, что не влияет на объем винограда и оливок? Известь. Оно и понятно, известь разбрасывать между такими узкими проходами в ванильной игре просто нечем. Будет ли построен сад на поле с известью или нет, тоже не важно. Но тем не менее бонус за известь идет все равно, автоматически и всегда. Бонус за прикатку также идет автоматически, ибо прикатывать тут просто нечего. И бонус за мульчирование уже идет автоматически, что странно. Да, несмотря на то, что есть специальный мульчер для садов, он не дает бонуса за мульчирование. Смотрите, мы собрали урожай, и по идее именно сейчас надо использовать мульчер. На остальных культурах он работает именно после сбора урожая. Тут он не работает. Даже направление сменим на всякий случай. Ждем день, виноград засох, листья обрезали, мульчер не работает. Ждем еще день, виноград начал расти. Можно подумать, что мульчер работает, но он не мульчирует, он убирает сорняк. Ладно, давайте еще раз загрузим игру, уберем засохшую листву, вспашем, польем удобрениями, подождем, пока вылезет трава, и пройдемся мульчером. И гербицидами, ну чтобы не говорили, что объем не изменился из-за того, что гербицидов не было. Хотя сорняки после мульчера вообще не появятся. Дождались созревания и собрали 485 литров. Без изменений. Столько же, сколько и без мульчера. Чтобы еще понять не было, давайте вернемся к оливкам. Тут они уже успели вновь созреть. Давайте еще раз соберем. 1148 литров. Теперь смотрим. Мульчер сразу не работает. На следующий день появилась травка, начался рост оливок, и сорняки пропали. Сорняк вылез, пройдемся мульчером. Пофиг, можно и по каждому ряду пройтись для наглядности. Теперь ждем созревания и собираем 1148 литров. Чего? Ждем следующего начала цикла роста. Обрабатываем сад гербицидами. Сорняки исчезают, так же как и от мульчера. Дождались созревания и собираем 1148 литров. Два вывода. Мульчер не работает как мульчер. Фактически мы его используем как полольник. Второй вывод. Сорняки не оказывают влияния на объем оливок. Бонус за отсутствие сорняков у оливок идет автоматически. Значит, и мульчер, и гербициды на оливках смысла использовать нет. Теперь финальный тест. Вот у нас два виноградника и два оливковых сада. По 12 рядов. Винограда с таких виноградников получилось по 1192 литра. Оливок вышло 1391 литр с одного сада и 1389 со второго. Сначала я значения этому не придал, думал, это комбайн глюканул, но уже после обработки полей я заметил, что кусочек квадрата одной из секций я подпортил, когда удалял соседнюю секцию. Все заново переделывать и обрабатывать я уже не стал, времени ушло бы уйма. Теперь в садах справа мы будем работать в кавычках по полной, так как подсказывает логика, и в принципе так как нам игра предлагает. Слева же будем обрабатывать так, как я советую, исходя из игровой механики. Что можно сделать сразу после очередного сбора урожая? Вспахать землю. Справа делаем это по максимуму. Выставили рабочую ширину GPS 2 метра и практически вплотную к садам вспахиваем. Долго и нудно. Визуально земля не меняется, но вспашка будет работать. На садах слева сделаем по-другому. Рабочую ширину выставляем 6 метров и идем пахать. Между рядами. То есть мы идем строго посередине и захватываем оба ряда с садами. Закончив один проход, мы пропускаем следующий и пашем через один. И так далее, и так далее. Теперь смотрим на карту. Ну да, получается, если смотреть на карту, мы слева обрабатываем по полной, а справа нет. На садах слева мы почти полностью вспахали землю. Есть небольшие клочки, но несущественно. Для этого потребовалось 24 прохода. На садах справа вспахали через ряд, и только 1,5 метра посередине между рядами. Потребовалось 6 проходов. Следующее, что можно сделать в этот же день, удобрить в первый раз. На полях слева мы используем турбораспылитель, причем пройдемся по каждому ряду. В садах справа, как вы помните, можно пройтись через ряд, но есть способ побыстрее. Использовать обычный распределитель удобрений. Разумеется, с GPS. Главное, рабочую ширину выставлять кратную 3 метрам. Сами понимаете почему.
Тут удобрялка 42 метра, GPS выставляем, едем. Закончили, едем на следующий проход, где GPS говорит. Снова включаем, едем, земля удобряется. И главное, быстро. С оливками то же самое. Таким же макаром можно использовать опрыскиватели. У большей части есть возможность поднять сам опрыскиватель повыше. Не все подходят для этой цели, я советую использовать Берту. И хоть средние трактора и помещаются между рядами, советую использовать малые трактора. Тогда задняя часть опрыскивателя еще чуть-чуть задерется. Можно еще использовать вот этот модовый опрыскиватель, он знаком всем игрокам 19-й фермы, но тут лучше средний трактор брать. Короче, для виноградника можно подобрать опрыскиватель, а вот с оливками беда. Слишком высокие деревья для них. Можно, конечно, использовать Рубикон и модовый New Holland, но по сути опрыскиватели на оливках и не нужны. Да, если есть прям очень сильное желание использовать самоходные опрыскиватели, это можно устроить, пожертвовав несколькими рядами лозы или деревьев. Но тут надо математику использовать. Сейчас у вас мозг вскипит, так что если эпизоды работают, то мотайте к следующему. Я вас предупредил. Допустим, мы будем использовать Рубикон. Рабочая ширина у него 48,5 метров. Округлим до 48 ровно. То есть от центра опрыскивателя до кончика 24 метра. 24 метра делим на ширину одной секции сада, то есть на 3. Получаем 8 рядов с каждой стороны от опрыскивателя. Ставим 8 рядов деревьев. Ставим еще один маленький кусочек для ориентира. Дальше надо поставить 16 рядов, то есть 2 по 8. Кусочек этот убираем. Поставили 16 рядов, снова маленький кусочек для ориентира. Далее, если будете продолжать растить сад вширь, то снова ставите 16 рядов. Если заканчиваете, то 8 рядов. Дальше получились вот такие проходы для Рубикона. Но для GPS надо выставить рабочую ширину. К 48 метрам мы добавляем 3 метра. Это ширина секции, которую мы убрали. Выходит 51 метр. Когда мы меняем проход, то без нахлеста обрабатываем все деревья. Еще раз. Если хотим использовать вот этот опрыскиватель Amazon, для оливок он не подойдет, вот, слишком низкий, только для виноградников. Ширина 41 метр, на 3 ровно не делится, округлим до 42, делим пополам, 21 метр, это 7 секций, ставим 7 рядов, 14 рядов, ну и 7 рядов заканчиваем. Для ориентира посередине нарастим 2 ряда, убираем маячки. К округленной рабочей ширине 42 метра прибавляем 3 метра. Выставляем 45 метров. Включаем GPS, удобряем, разворачиваемся. Видно, что все секции виноградника удобрениями затронуты. Кстати, этот опрыскиватель в принципе влезает между рядами виноградника, но частенько цепляется за столбики. Формула эта не универсальная, и с этими опрыскивателями получилось, потому что рабочая ширина тут кратна 6 метрам. Так что в других случаях, возможно, сильно округлять надо будет в ту или иную сторону. Ладно, что-то опять меня понесло куда-то. На чем мы вообще остановились? Удобряем поля сухими удобрениями. За один заход. Теперь ждем следующего дня. У винограда засохли листья, надо их убрать. Чтобы каждый ряд в отдельности опять не обрабатывать, ставим на трактор сразу 2 этих обрезатора. И едем по центру ряда. Визуально, конечно, они чуть-чуть не достают до лозы, то есть не по центру лозы двигаются, но работают. Таким образом, снова можно работать через ряд. Ждем мода на какой-нибудь агрегат, который сразу несколько рядов винограда сможет обрабатывать. Также сразу можно удобрить сады во второй раз. На полях слева снова используем турбоопрыскиватель для садов, пройдемся по каждому ряду. А на полях справа опять распределитель с сухими удобрениями. За один проход. Следующий день появились сорняки, надо их убрать. Можно мульчером, можно опрыскивателем. Слева опять каждый ряд обрабатываю гербицидами. Справа можно было использовать мульчер, катаясь через ряд, так же как с чизель-культиватором, но это долго, поэтому используем опрыскиватель обычный. Да, кстати, тут виноградники на ровной земле поставлены, но если земля будет очень холмистой, то использовать опрыскиватели такого рода возможно не получится.
Виноградник опрыскали гербицидами, а оливки трогать не будем. Все, сады мы обработали, и остается только ждать созревания. Оливки созрели, собираем сад с полной обработкой. 1984 литра. Теперь собираем оливки с сада, где пахали через ряд и строго по центру, и не убирали сорняк. 1987 литров. На 3 литра больше, но я повторюсь, эта разница появилась из-за косяка при постройке сада, так что на самом деле объем тут одинаковый. Ждем созревания винограда. Виноград созрел, собираем с виноградника, который обработали по полной. 1987 литров. Собираем с виноградника, который вспахивали через проход. 1984. Да, это был снова косяк при постройке, вернее при удалении лишней секции. Если посмотреть на карту, то видно, что чуть-чуть кусочка сада нет. Решил я еще одну идею проверить, для этого загрузил сохранку перед началом обработки. Будет ли действовать бонус за вспашку, если мы будем пахать в момент появления сорняков? То есть один фиг через каждый ряд проезжать надо с чизелем или плугом, почему бы заодно не прицепить спереди мульчер и заодно и сорняк убрать? Таким образом можно и на гербицидах сэкономить, и не надо лишний раз на виноградник трактор загонять. И это работает. Собрали те же 1984 литра. В общем, при уходе за виноградниками и оливковыми садами вы, конечно, можете обрабатывать каждый ряд, чуть ли не облизывая каждый столбик. Просто знайте, что больше объема от этого вы не получите. Что там по выгоде? С этим все печально. Чтобы наглядно было, возьмем опять вот эти поля, то есть сады, 981 квадратный метр. Минимальный объем винограда, который получаем, 984 литра. Максимальный 1640 литров. Минимальный объем оливок 1148 литров. Максимальный, так же как и с виноградом, 1640 литров. Цена продажи, если смотреть по файлам, одинаковая, $603 за 1000 литров. Что странно на самом деле, потому что выращивать оливки, полегче, чем виноград. Да, сады стоят дороже и комбайн для сбора дороже обходится, но все-таки. Я для примера возьму цену продажи $750 при высокой экономической сложности. Видел цену и под 900, правда, но беру цену, которую легко можно дождаться. И за 1640 литров оливок или винограда за этот объем при продаже мы получим $1230. Собственно говоря, мы при продаже силоса из травы примерно столько же получаем с такого поля, но трава и растет быстрее, да и заниматься ей легче и дешевле в принципе. Если выращивать на продажу, то оливки как бы смотрятся чуть-чуть более привлекательные, чем виноград, потому что за ними ухаживать меньше. Чтобы просто сам виноградник окупить, потребуется около 25 сборов урожая, причем полного объема. Для окупаемости оливкового сада потребуется уже больше 30 раз собрать урожай. Не знаю, как вы, но я буду менять объемы оливок и винограда на тех картах, на которых играть буду. Вы могли заметить, что на моих тестовых полях часть садов посажена на полях, а часть вот на такой площадке с щебнем, то есть не на поле. Я хотел посмотреть, будет ли разница в объеме, если ставить на полях или ставить вне поля. Разницы не было. Единственное, что я баг словил. Короче, я сначала удобрил поле 2 раза, а потом посадил ряд виноградника, и бонус за удобрение у виноградника сохранялся постоянно. Раза 4, наверное, собрал. Но эффект исчез сразу, как я следующий ряд виноградника рядом поставил. Ну и такой момент, когда вы удаляете сад, он удаляется вместе с полем, так что его надо будет вспахивать заново. Что по производству? Из оливок можно делать масло. На 1000 литров масла уходит 2000 литров оливок. Цену на масло я возьму 2700. Видел и 2900, но редко. То есть за 1000 литров оливок в качестве масла мы получим $1350, почти в 2 раза больше. В месяц на производство оливкового масла потребуется 4800 литров оливок. Выручка в месяц от продажи оливкового масла примерно составит $6480. При отключенном сезонном росте для непрерывного производства потребуется 24 тысячи литров оливок за один цикл роста. И для этого вам понадобится примерно вот такой сад, 50 на 29 клеток оливковых деревьев. Обойдется он в $565 500. С сезонным ростом это еще больше, разумеется. Вместимость оливок на заводе 72 тысячи литров. Из винограда можно сделать изюм и сок. При производстве изюма виноград расходуется 1 к 1.
В качестве изюма виноград будет стоить примерно $1500, и его нужно 6480 литров в месяц. При продаже изюма в месяц выручка будет примерно $9720. При производстве 4000 литров сока надо 5000 литров винограда. Я взял цену $1600, то есть в качестве сока виноград уже будет стоить 1280 за 1000 литров. Для сока винограда также нужно 6480 литров в месяц. Выручка будет примерно $8300 в месяц. Суммарно для сока изюма надо 12960 литров винограда в месяц, и суммарная выручка при этом составит около $18000. То есть для непрерывного производства потребуется 77 760 литров винограда за один цикл роста. Чтобы собрать столько, надо иметь сад размером 80 на 59 клеток. Обойдется он в $1 486 800. Опять же, это если сезонный рост выключен, а если включен, то я даже представлять размер виноградника не хочу. Вместимость для винограда на заводе 90 тысяч литров. Погрузка поддонов по-прежнему может вывести из себя, поэтому можно выставить автопродажу заводов. Да, чуть-чуть потеряете выручки, зато сэкономите нервы. Ну что ж, надеюсь, я вас не очень сильно напугал. Сам я как-нибудь заведу на ферме виноград, хотя бы ради того, чтобы был смысл использовать малыша Фента. Уж очень он прикольный. Но перед этим я объем винограда увеличу раза в 2 как минимум. Да, все моды, которые промелькнули в видео, включая GPS, я запихну в один пак. Ссылку оставлю в описании, так будет легче. А вам спасибо за просмотр, за лайки и позитивные комментарии. Ну и всем пока!